A Himars strike targeted a Russian military training ground in Donetsk Oblast, reportedly hitting the center of a Russian gathering. The attack reportedly resulted in approximately 50 Russian casualties. We can't show you the footage because Russian soldiers are lying all around. In Vovchansk, Russian forces that were holding positions for a long time in the aggregate plant were reportedly ousted from these positions. Russians also published footage in which they are shelling the plant, confirming Ukrainian presence. This assumption is reinforced by several Ukrainian military channels indicating that positions have been recaptured in Vovchansk. More footage of the detonation at the ammunitions warehouse in Russian Tver region. Local authorities reported the fire was caused by fragments of shot-down drones. The Russia warehouse for the S-300 and S-400 missile systems, Iskander ballistic missiles, and North Korean KN-23s missiles was destroyed by Ukraine last night. The explosions are so large that part of the Tver region, 2 hours north of Moscow, is being evacuated. Three Russian soldiers encountered a group posing as an airborne reconnaissance team. To their surprise, the strangers were actually Azov fighters. In a clever operation, the Azov troops convinced the unsuspecting Russians to surrender. Трое человек всего. Трое. Вообще, да. Больше я не... тот, что пошел проебался. Как его позывной? Не знаю я его как позывной, я хуй знаю. Просто привели я... Бля, я доложу на нахуй за эту хуйню, ебать. Как это пошел с людьми и проебался? Как вас взяли в плен? Что произошло вообще? Мы лежали блинчики вдвоем, в блиндаже. Я взял котелок, пошел за водой. Встретились двое, трое. Сказали, что они наши. Почему мы должны идти искать здесь вас, нахуй? На что больше заняться нечем, нахуй. На связь не выходите, ебать. Ну, блядь, ты проебался где-то, нахуй. Ты пошел нахуй за жратвой. Он сначала отводил одного 300-го, отвел. Пришел, принес жратвы. Потом в другой день пошел опять жратвой, пропал. Куда пропал, хуй его знает, блядь. Ебать. Ну, я доложу на эту хуйню, потому что это какой-то пиздец, нахуй. Вы не можете здесь раму собрать, ебать. Блядь, это, сука, хохлы ебаные летают. Вышел из своей лежанки, увидел, стоят 3 человека. Я присел за дерево, я спросил, кто. Сначала промолчали, потом сказали, что мы вот вас ищем, живы тут или нет. Все, я взял автомат и пошел к ним. И то есть нас сюда привели, мы сидели там и не знаем, кто, откуда, что вообще, хуй не знает. Он сказал, говорит, короче, как обычно, нихуя не довели вам. Окапывайте здесь. Потом он подошел, он нагло тебе радейку, это говорит, вошел. Говорит, у вас старший, да, 300, он говорит, на тебе радейку. Мы это, ротацию делаем, все, и они ушли. Все, мы остались, в первый раз пришли, хуй, ну что здесь делать, я автомат, грубо говоря, блядь, 5-й раз держу в руках, хуй не знает, что с ним делать. Я был в блиндаже, если это можно так назвать. Произносит мой позывной и кричит, что за нами пришли. За такую хуйню, пацаны, вы просто свою запеху, нахуй, подадите на общак, нахуй, и пизда будет, нахуй. Никаких... Кому, нахуй? На общак, нахуй, ебать. Чтобы мы вам мешки купили и прочую хуйню, нахуй. Вы тупо проебались, нахуй, где-то, ебать. Хули вы вообще без автомата ходите? Вы что, хотите, чтобы вас укропы разъебали, нахуй, или что? Ну, когда мы нас туда еще даже, когда привели, нам сказали смотреть в ту сторону. Мы и сделали вот так. С этой стороны, говорит, к вам никто не подойдет. Тут только наши. А они подошли с этой стороны. Покажи паспорт, говорит, может, ты не россиянин. Ну, я ему паспорт, военный билет достал, он посмотрел, говорит, все, говорит, свои. А вы же подумали, что мы укропы, да? Ну, я уже подумал, потому что вы не называетесь нихуя от кого, чего, блядь.
Я сначала подумал, какой Какой нахуй? У нас именно здесь, ебать, у нас своей работы куча, ебать. Мы приехали за дачи, нахуй, заебались, нахуй. Набрал, вышла говорит, ебать, найди этих троих, нахуй. Ну, извините, он сказал, придурков, нахуй, на вас. Типа, потому что вы где-то проебались, на связь не выходите. Ты вам должен был радейку принести, блядь. Ну, а ты почему мультиками, нахуй, ебать? Я думал, мы думали, что ты укроп, нахуй. Андрюха, не кричи. Ну, мы могли вас просто убить, нахуй. Он передает мне, что я говорю, что скажи, что мы... Почему ты им это не сказал, нахуй? Я там затаился из-за того, что я не понял, кто вы. Ну, вот. А теперь ты понимаешь, кто мы? Теперь уж, слава богу, понимаю. Я на б***ь выхожу, он почему-то тоже не отвечает. Не отвечает, связь нихуя не ловит. У этих, сука, хохвапитеков ебаных где-то рэп здесь стоит, походу, нахуй. Нихуя не ловит, тупо нихуя не ловит. Да я сам уже готов был, блядь, стрелять. Ну, блядь. Потому что вы-то не называетесь тоже от кого. А вы, что нам чего, надо блядь, называться? кто-то Разведка откуда. ВДВ, мы ебать, что тебе документы показать? Или ты не видишь, как мы одеты? нахуй? Теперь-то уж ладно, успокоился. 5 years in a penal colony for giving an interview on the street to a Kremlin independent journalist. Putin's fascist Russia has nothing at all to do with a civilized country anymore. Тоже сообщение вручение копии апелляционного определения приговора вступит в законную силу. В случае пропуска указанного срока или отказа введения установления путем подачи кассационной жалобы непосредственно суд кассационной инстанции. Осужденному разъясняется право ходатайства для участия в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Мотивированное решение, как и протокол судебного заседания, будут изготовлены в установленные законом сроки. Стороны вправе по письменному ходатайству получить копию судебного решения в случае несогласия обжалования в самом порядке, порядок обжалования разъяснен, а также ознакомиться с протоколом судебного заседания, принести на него свои замечания. And we have more details about the Israeli attack on Hezbollah in Lebanon using explosive pagers. According to Sky News Arabia, Mossad was able to inject a compound of penta-erythritol tetranitrate into the batteries of the new encrypted pagers that Hezbollah began using around February, before they even arrived in the hands of Hezbollah members, allowing them to remotely overheat and detonate the lithium battery within the device. Several thousands are injured in the attack, and several hundreds are in critical condition. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.